Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я показываю, как же выпечь бисквитные коржи для торта, которые всегда получаются, которые 100% не опадают, которые замешиваются просто обычным ручным миксером, то есть не нужен планетарный миксер. Они вот так вот, смотрите, выпекаются, идеально пружинят, выпекаются очень быстро и из самых-самых простых и доступных продуктов. Итак, что же нам для этого понадобится? Понадобятся продукты, которые найдутся на кухне буквально у каждой хозяйки. Я сейчас вам буду показывать на 1,5 порции. Здесь у меня 6 яиц. Вес у меня яичной массы 300 грамм. Яйца у меня средней категории по 50 грамм. Без скорлупы. Здесь у меня 30 грамм кукурузного крахмала. 2 пакетика ванильного сахара. Масло подсолнечное без запаха 105 грамм, 11 грамм разрыхлителя, 375 грамм сахара, 450 грамм молока и 450 грамм просеянной пшеничной муки. Все, больше ничего нам не нужно. Ингредиенты самые простейшие. Яйца я просто перемешиваю сейчас вот так вот не на полной скорости миксера с ванильным сахаром. И также ввожу туда сейчас весь крахмал. Крахмал для чего нам нужен? Стабилизируется моментально с ним яичная масса, и потом влажность бисквита гарантируется именно с добавлением крахмала, и удержание влажности потом в выпечке. Крахмал кукурузный именно я беру, потому что он легче гораздо, чем картофельный. И он сейчас, я думаю, везде продается, нет проблемы, чтобы его купить. Вот так вот не сильно я это взбиваю, я это просто перемешиваю сейчас и ввожу весь сахар. Еще раз повторяю, здесь у меня на 1,5 порции, на 2 формы 18 сантиметров я буду выпекать. Я же в описании к данному видео, естественно, распишу. На 1 порцию это будет форма 20 сантиметров, на пол порции это где-то 17-18 сантиметров, одна будет форма. И также вы вот эти 1,5 порции можете выпекать на 26 сантиметров в диаметре. Формы заранее я приготовила, застелила их фольгой. У меня разъемные формы, потому что бисквит этот замешивается очень быстро. И вот сейчас я буду вводить молоко. Я просто его вливаю туда все. Я вообще люблю все упрощать. Я никогда не заморачиваюсь, чтобы там по чуть-чуть что-то вводить. Поверьте мне, результат будет тот же самый. Видите, масса у меня яйца с сахаром, они хорошо поднялись, увеличились хорошо очень в объеме. И самым последним жидким ингредиентом, конечно же, я ввожу растительное масло. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Мне поступила масса вопросов в комментариях, как же взбить очень успешный, быстрый бисквит без планетарного миксера. Потому что у очень многих девочек ручным миксером не получается классический бисквит и опадает у кого-то, и поэтому я решила снять отдельное видео вот по этому бисквиту. 450 грамм здесь у меня муки и 11 грамм разрыхлителя. Я сейчас все это перемешаю и введу просто в жидкую массу. И все мое уже, в принципе, тесто и готово. Замешивается очень быстро. Я не советую его здесь долго взбивать, это тесто, чтобы не наводить в нем лишних пузырей. Вот эта порция разрыхлителя, которую я здесь указываю, она идеально поднимет это тесто. Вы сейчас сами во всем этом убедитесь. И я нарезать буду при вас еще горячий бисквит. Я его специально померяю сейчас термометром при вас, эти коржи. И вы увидите, что горячий бисквит нарезается идеально. Муку я ввожу в 3 приема. Так мне просто лучше, потому что у меня здесь моя вот эта вот посуда, в которой я взбиваю, она уже почти до краев доходит, поэтому чтобы у меня ничего не разбрызгивалось. Сильно не мешаем, слегка вот так вот перемешали, чтобы просто получилась однородная масса. Тесто будет жидким. Видите, этого не нужно пугаться, оно такое и будет.
На вкус этот бисквит что-то среднее между шифоновым бисквитом и кексовым. Я не могу назвать это шифоновым бисквитом, потому что здесь очень много молока. Но очень напоминает именно шифоновый бисквит. И при использовании в торте в качестве коржей этот бисквит абсолютно не требует пропитки. Он очень влажный получается. Форму заполняем, конечно же, не до краев, где-то наполовину. Он поднимется, этот бисквит. Поднимется так, как вот он и должен подниматься. Он не будет клеклым. Но ждать от него каких-то сногсшибательных результатов я никогда не жду. Вот как он, я вам покажу, вот прошло у меня 45 минут в духовке, температура 170 градусов Цельсия. Верх-низ, средний уровень без конвекции он у меня выпекался. Вы же смотрите по вашим духовкам. Все это полностью я укажу в описании. Сейчас формы очень горячие, я их поставлю. Видите, особых как бы выпуклостей на нем нет, особых вот этих шапок, разломов и так далее. Вот он всегда так выпекается, вот с такой вот корочкой, вкуснейшей корочкой. Ее можно просто потом попить с чаем. Вот так на решетках я его остужу сейчас. Я удалила всю фольгу и острым тонким ножом я вырезаю мой бисквит из формы. Это делается очень быстро, потому что хорошее содержание растительного масла в тесте и молоко, и он очень хорошо отстает от стенок. Бисквит еще у меня горячий. Я его сразу вот так вот опрокидываю на решетку. Смотрите, как он идеально отстает от формы. Я ничем форму не смазываю перед выпеканием. Вот так вот он пружинит. Он очень плотную структуру имеет, несмотря на то, что он... Все тесто, это вы видели, оно очень-очень жидкое. Но на качество бисквита это никак не отражается потом. Сейчас я то же самое проделываю со второй формой. И при вас сейчас я буду это все нарезать струной, еще горячий бисквит. Я померю специально температуру в нем. Вот такое вот дно у него. Оно хорошо подрумянилось у меня здесь. Оно ни в коем случае не подгорело. И второй также я бисквитик свой достаю из формы. Посмотрите, как он идеально отстает от формы. Он весь у меня полностью пропеченный. Также пружинит очень хорошо. Всего лишь 45 минут при температуре 170 градусов. Вы смотрите по своим духовкам, как у вас будет пропекаться. Главное, чтобы палочка выходила деревянная, когда проверяем, сухая и чистая. Вот такой вот бисквитик получается. Сейчас я меряю кондитерским термометром температуру коржа. И вот смотрите, что 70 градусов – это температура моего коржа. Я просто выше уже не стала мерить, может быть там и 75, и больше, но 70 уже точно, 71 вот есть. И сейчас я буду просто нарезать струной кондитерской на коржи эти бисквитики свои. Может быть, кому-то и пригодится это. На троечку я поставила, потому что мне для моего тортика, тортик у меня должен быть высоким. И я хочу такие вот более пообъемнее коржи сделать. Вы же смотрите, как вам. Вы можете и на одно деление поставить, чтобы совсем тоненькие были коржики. Смотрите, как он нарезается. Он горячий внутри, просто горячий. Ну, 70 градусов. Просто горячий. Вы же видели, 71 градус показывал мой термометр. И вы посмотрите, практически нету дырочек. Вот настолько он идеально пропекается. Вот такой вот он эластичный. Из него также можно и 3D какие-то торты вырезать. Очень и очень удобный. И бюджетный. Нету в нем ни сливочного масла, ни каких-то дорогих ингредиентов. Все, что есть всегда у каждой хозяйки дома. Молоко, растительное масло и яйца. Шапочку срезаем просто ножом. У меня будет также полноценный корж здесь.
Вот эта шапочка, она вкуснейшая, можно попить с этими обрезками чай. Видите, и даже верхний корж, он без дырок. Мелко пористая структура у коржей. И нарезаю горячий корж при вас. Мерила температуру при вас. Видите, вот такая вот структура у коржей. Ни в коем случае они не крошатся, крошек практически нету при работе. И самое главное, что я надеюсь, что я ответила на вопрос тех девочек, которые меня очень многие спросили, как же сделать быстрый, хороший бисквит без именно планетарного миксера. Вот, пожалуйста. И даже я не советую долго замешивать здесь и ручным миксером, потому что просто нагоняем лишние пузыри сюда. Благодаря умеренному количеству разрыхлителя в тесте оно поднимется хорошо, но не будет лишних пузырей у вас. Не кладите много разрыхлителя. Кто-то, может, подумает, а мало так разрыхлителя на это количество молока такое огромное. Нет, вот именно идеальная пропорция. Бисквит этот хранится, конечно же, в холодильнике, обязательно в пищевой пленке. Общий вес бисквита, вот нарезанных коржей, у меня около 400 кг вышло. И еще раз повторяюсь, хранятся в холодильнике они несколько дней. Также можете до месяца их заморозить. Надеюсь, что видео было вам полезным, познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых моих видео. Я всем желаю успехов и до встречи в новых видео.